Ты герой нашелся, да? А, нашелся, да. Вот Kinetic Hero. Kinetic Hero 5G. Вот такой вот красавчик. Короче, ребят, я тут антенки чуть пораскручивал, пока тестировал. Но вот это вот совсем новая модель, которую я купил во Франкфурте и привез себе в Украину. Для того, чтобы, скажем так, получить полный бэкап. Сейчас вы поймете. Потому что это 5G роутер, у которого есть возможность получить скорость в 5G сетях до 1 гигабита. А если в 4G, то здесь CAT 12 до 600 мегабит. Нифига себе, скажу я вам. Да мало того, покажи, пожалуйста, лисичка. У нас здесь есть две сим-карточки. Вот они, кстати, вставлены. Одна Kyivstar, другая Vodafone. Смотрите, вот они. Kyivstar, Vodafone. И это невероятно круто, хотя, честно вам скажу, карточки работают не одновременно, а, скажем так, по требованию раздельно. При том, что здесь есть 2,5 гигабитный порт, поддержка огромного количества VPN-серверов и сервисов. Да, допустим, другие порты у нас гигабитные, но это все мелочи жизни, потому что основная цель этого роутера именно сделать полный бэкап. Это значит, что вы можете Double WAN завести два провайдера, плюс 2 у вас есть мобильных, скажем так, роутер. Здесь, кстати, очень неплохой 5G роутер. Плюс здесь есть USB-шечка 3, USB-шечка 2. Вы здесь можете медиасервер сделать. Да вы много чего здесь можете сделать. Kinetic имеет одну из самых прикольных операционных систем именно среди роутеров. На самом деле одна из самых гибких и настраиваемых, там просто кастомизируемых, просто классная операционная система. Это было давно. Сейчас мы его распакуем, все там посмотрим, потестируем его покрытие. Кстати, по покрытию он очень неплох. И по антенкам поговорим, какие из них за 5G отвечают, какие за 5G, скажем так, имеется в виду 5 гигагерцовый Wi-Fi отвечают. Но я вам скажу так, что вот этот вот роутер, это действительно, знаете, такой себе шаг и конкуренция каким-то там Huawei, который раньше, я раньше, кстати, когда-то давно жил в Германии, и у меня была проблема с провайдером, да, завести. И я покупал Huawei CAT 12, по-моему, стоил он невероятных денег. И, честно говоря, работал он, такой себе. Вот этот вот себя показал намного лучше там. Да, я не могу сейчас здесь, там, где я живу, проверить полноценно 5G. У меня его просто-напросто нет. И 4G, я вам скажу, тоже у меня вообще в городе имеет не самые высокие скорости. Но то, что вы можете сюда подключить выносные антенны, это, откровенно говоря, большое преимущество. Потому что эти все 4 антенны, которые отвечают у нас за 4G, за 5G, они демонтируемы на SMA-коннекторах. Вы можете сюда подключать внешне, выносить наружную антенну, и это вот совсем другого класса роутер. И уже не говоря, кстати, про туннелирование, которое он может делать. В общем, сегодня мы делаем с вами потребительский обзор этого роутера. Никакой технички вы такой супер замудренной не услышите. Вы будете сегодня оценивать его вместе со мной с точки зрения потребителя. Поэтому подписываемся, нажимаем колокольчик, ссылки в описании под видео, а мы с вами переходим, распакуем и потестируем. И бегло посмотрим, что же там есть интересного в интерфейсе. На канале Технозон. Поехали. Технозон. Итак, Kinetic Hero 5G. Красиво, 5G интернет до 1 гигабита и плюс тут сразу 2 симки. Как заявляется, покупал во Франкфурте. Смотрите, у нас, видите, опять же 5G 1 гигабит, это если у вас есть в стране 5G. И здесь у нас 2,5 гигабитный порт, подразумевает то, что сюда можно завести еще 2,5 гигабита и плюс еще и mesh сети. Но давайте посмотрим на сам роутер. Опа, а мы из него кабелечек доставали уже, чтобы вы понимали. Так, смотрите, сразу говорю, вот такой вот патчкорд, один из моих любимых. Это у нас CAT 5E. Мы видим 4 отсоединенных антенны, которые подсоединяются через SMA-коннекторы. Это говорит о том, что у нас вот 4 антенны конкретно для 5G и 4G. Это не Wi-Fi антенны. Wi-Fi антенны здесь 3, 2 внешних, 1 внутренняя. В принципе, я вам скажу, здесь больше упор на резервирование через именно внешние источники по типу 4G и 5G, при том, что вы можете сюда подключать еще и внешние антенны. Это прям очень круто. Сразу видим 2 SIM отверстия, то есть отверстия для 2 симок, микросимки.
по-моему, да. Есть кнопка Function кастомизируемая, есть полноценный USB Type-A порт стандарта 3.0, есть у нас полноценный USB порт стандарта 2.0, через который можно завести, например, принтеры, да, и еще одна кнопка тоже кастомизируемая. Сзади мы видим 4 гигабитных порта, это LAN, да, и есть у нас один WAN-порт на 2,5 гигабита, при том, что они могут кастомизироваться как хотите. Разъем для питания, кнопка сброса и больше ничего здесь интересного для нас нет. Как обычно, сделано хорошее охлаждение и есть возможность замонтировать на стену. Давайте мы прикрутим 4 антенки, посмотрим, как это все вместе выглядит. Антенны поворотные. Давайте их все затянули. Очень классно, что на 5G можно подсоединить реально внешние антенны. Вот это прям топ. Вот таким вот образом он выглядит. И здесь даже не 6, а 7 антенн плюс одна внутренняя. Блок питания у нас 12 вольт 2,5 ампера, 30-ваттный. Пожалуйста. Так выглядит сам по себе этот комплект, а мы переходим его и тестируем и обсуждаем дальше. Ну и теперь посмотрим на сайт Kinetica, где обговаривается этот маршрутизатор. Модем-маршрутизатор AX3000 Mesh, Wi-Fi 6 5G с 2 слотами для сим-карт. Улучшите свой опыт работы в интернете. Очень все красиво расписано о том, что можно получить через мобильный интернет широкополосный доступ со скоростью до 1 гигабита в секунду и прямое кабельное соединение со скоростью до 2,5 гигабит в секунду. Это, кстати, очень и очень прикольно. Непрерывный и надежный доступ в интернет даже во время сбоя в сети. То есть, если у вас отвалился провайдер, подключилась одна симка, не работает одна симка, можно работать с другой симкой. Короче, это полное резервирование. Ну, мы с вами уже видели на распаковочке, что и где находится. То есть, у нас 5G, видите, тут 4 антенны, как я и говорил, 5G. У нас порты мы уже смотрели, клиенты, серверы смешанного VPN подключения. Ух ты, как красиво написали. Защитите свою онлайн активность, воспользуйтесь гибкостью множества VPN протоколов. Это действительно так. Дальше Wi-Fi Mesh и многоканальная глобальная сеть. Кстати, мультиван объединяет несколько интернет-соединений для увеличения общей пропускной. Вы же дело в том, что можете именно мультиван работать не только, допустим, там с 5G и кабельным подключением. Можете два LAN-порта каких-то, либо WAN, либо LAN сделать еще одним дополнительным для резервирования портом. Это очень интересно. Ну, операционная система тут, конечно, даже не обсуждается. Это Kinetic OS, это просто сумасшедшая операционка. Вот по техническим характеристикам. Мы видим, что здесь написано MT7981B, 1300 МГц, двухъядерный. Чтобы вы понимали, это все тот же самый Mediatek Filogic 820. Вот очень круто, что здесь 512 мегабайт DDR4, даже не DDR3, DDR4. Ее огромное количество. Флеш-память, двухканальное изображение, как они пишут. Флеш-память 256 мегабайт, она двухраздельная, скажем так. И есть у нас, что тут? 5 ГГц Wi-Fi антенна, одна внутренняя, плюс 2,4 плюс 5 ГГц, двухдиапазонные, 2 внешних. Как я и говорил, тоже, что одна внутренняя. Вместимость Wi-Fi клиентов до 256 в диапазонах 2,4 и 5 ГГц совместно используемых. 256 клиентов, нифига себе. Встроенный модем Unisoc V510 5G, кстати, чтобы вы понимали, это именно вот этот вот V510 Unisoc. Очень неплох модем, до 4G LTE Cat 12 может вытягивать и действительно в 5G до 1 гигабита в лабораторных условиях очень спокойно все тягает. Это, кстати, вот один из прикольных модемов. И вот здесь вот нам вот пишут уже, смотрите, 2,4 сеть Wi-Fi 574 мегабита. Это тотальная, она работает в 802.11ax режиме. 2 2T2R у нас формула MU-MIMO, а для 5 ГГц 3T3R, то есть формула MIMO. В 160 МГц работает. Ну и если они уж заявились про 5 ГГц, сразу тестируем скорость. Смотрите, подключение у нас 2,4 гигабита. Мы тестируем возле роутера. Мы сразу тестируем не только скорость, но и отдаленность, то есть покрытие. 1,9 в пике мы видим, 1,9 гигабит в пике. Это очень классный показатель для такого роутера. Давайте дождемся конца теста. 1890, ну короче, 1,9 пиковые значения, спокойно, 1830 средняя. И на выгрузку, ничего себе, 1802 даже было пиковая, 2 гигабита. Это прямо возле роутера,
1741. Теперь мы идем с вами в другую комнату, все наживо, чтобы вы понимали, идем в другую комнату, это так называемая зона 1 на плане, которая у нас есть, это у нас склад. И на складе проводим дополнительный тест, то есть это покрытие, общая площадь помещения 160 квадратных метров. Давайте так, 1450, ну вы на плане видите, где зона 1, где роутер, ой, зона 2, это зона 2, на зоне 1 у нас роутер стоит, конкретно в самом углу. Давайте 1446 на 685, во-первых, здесь у нас хорошо играет расстояние и 2 двери, и 2 стены. Идем в зону 3. В зоне 3, согласно плану, мы видим с вами именно скорость в 5 ГГц фактическую. Тоже, ну, здесь у нас получается одна сплошная стена и 2 двери, 2 деревянных двери. 1850, это очень неплохо, очень неплохо. По покрытию он очень классный, на самом-то деле, очень хорошо работает, но чтобы вы понимали, если будут жесткие бетонные перестенки, то никакой роутер не спасет. Роутеры это не про пробивание стен, это не ионизирующее излучение. На 1138. Давайте пойдем в зону 4, а зона 4 это у нас этажность. Вот, пожалуйста, вы видите, мы как раз снимаем для вас зона, ну здесь неправильно, чуть мы перерисовали это все. Вот, пожалуйста, видите, у нас зона 1 там где роутер, зона 2, зона 3, зона 4 это первый этаж. У нас студия на втором этаже, в четвертая зона это у нас первый этаж. Пошли спускаться на первый этаж. И на первом этаже, это уже жесткое, кстати, перекрытие, у нас показывает сейчас 400 мегабит, 460, даже очень неплохо. Четвертая зона, господи, пятая зона. Четвертая зона, первый этаж. Уже запутался с этими зонами. 437 на, давай, на 100 мегабит. Теперь смотрите, чтобы вы понимали, где находится роутер. Сейчас лисичка пройдет до самого роутера. Вот мы на лестнице общественного пользования. Это вот наши, скажем так, двери. Заходим, и мы видим с вами, где стоит роутер. То есть на такое расстояние он покрывает спокойно, абсолютно без каких-либо проблем. Теперь дальше. 2,4 ГГц сеть. Пожалуйста, мы подключились. 573 мегабита канальная скорость. Все есть, все отлично работает. Давайте тестировать скорость. Возле роутера у нас скорость, давайте смотреть, 100, 130, 140. Немножко прыгающий, мусорный диапазон. Я 2,4 ГГц жутко не люблю в последнее время. Слишком много. Провайдеры напихали своих вот этих вот дешевых роутеров. Ну, 130, хотя может больше. На отдачу, возможно, покажет больше, да, там. Вот более реальная скорость, там 130-200. Что такое 573? Это общая канальная скорость всех возможных устройств, подключенных в сети 2,4. То есть они по 1 мегабиту, ну, грубо говоря, по 10 мегабит, это может быть 57 устройств. Это вам, чтобы вы понимали. Идем с вами в другие зоны тестирования. И 2,4 сейчас на складе будем проводить тест. Поднялась у нас скорость 50, даже 60, ух ты. 52 на загрузку, на выгрузку аж 120, 130, 150, 180, даже в пиковом значении мы видим такие цифры. 105 средняя. Идем в зону 3. Так, пришли в зону 3. Давайте делаем замер скорости здесь. 60, особо ничего не меняется. 64 мегабита на загрузку, и на выгрузку опять же идет выше, где-то 140, 100 будет средняя, 100%, сейчас посмотрим, 106 мегабит, опять же. И 2,4 у нас скорость, давайте смотрим, на зоне уже 4, это другой этаж, я вам скажу, я очень удивлен, что он вообще не пропал. 30 мегабит. Это действительно далеко, другое перекрытие бетонное между этажами, и это здание капитальное. 28 мегабит на загрузку и где-то под 20 мегабит, 30 даже было в пиковом.
Для 2.4 это прям вообще подвиг, я вам скажу. Вообще в тестах мы видим, что у нас порт 2.5 гигабит, он работает. То есть мы получили 1.9, даже 2 в пиковом значении, то есть порт у нас честный. Теперь дальше. У нас есть интересный такой момент, что они заявляют про маршрутизацию IPPP-OE, IPPP-OE до 1800 мегабит в дуплексном режиме, и уже 100 раз эти тесты делали, они полно их в интернете и на профильных форумах, и маршрутизация LTTP и PPTP до 900 мегабит в секунду, и пропускная способность WireGuard до 460 мегабит в секунду. Это прям вот топово. А вот с чтением USB накопителя я не согласен. До 110 мегабит немножко обманули. Потому что когда мы копировали, у нас получилось через порт 2,5 гигабита 200, ну в пиковом значении 241 мегабайт. Смотрите, давайте еще раз смотрим. Вот, заменить 241 в пике наконец. То есть 110 мегабайт в секунду, фактически 241. Это, кстати, превысило наши ожидания. По максимальной скорости сети. К сожалению, достичь там 1 гигабита в лабораторных условиях я не могу. У меня нет такого оператора, нет такого провайдера и тарифа. Но в 4G я, допустим, там, где у нас покрытие на смартфоне дает там 40-50 мегабит, спокойно роутер у меня вытягивал 77-70, ну вот вы видите сейчас, да, 77 мегабит на тесте, 78 даже на загрузочку. При этом роутер был расположен просто тупо на окне, стоял 76 на 42, и поверьте, для моего региона, с учетом рэбов, это прям вот огромный прорыв в такой скорости. Поэтому все это работает. Я вам сейчас покажу дальше чуть-чуть именно как это все выглядит в самом интерфейсе управления, там прям прикольно сделали. До 600 мегабит, кстати, в секунду в 4G Cat12 и до 1000 мегабит в 5G. Ну, 5G, к сожалению, сейчас нет. Съемные мобильные антенны с разъемами SMA 4х4 dBi 2 нано-SIM. И здесь приведены все бенды, которые поддерживаются. Прочитать вы их сможете сами. Ссылки в описании под видео, пожалуйста, наслаждайтесь. Давайте перейдем в интерфейс управления. Здесь вообще все интересно. Почему? Потому что Kinetic OS это, ну, реально прям топ. Реально прям топ. Да, сейчас у меня он подключен к 1 гигабиту. Да, мы видим с вами подключение Ethernet мониторинги скоростей и видим подключение мобильных операторов. Давайте скажу вам сразу так, что 2 симки одновременно работать не будут. Агрегироваться они не будут. Это чтобы вы себе не настроили никаких планов. Да, там того, что я возьму и буду еще агрегировать и получу там какие-то скорости. При подключении внешних антенн 4G, ну, грубо говоря, 4 внешних антенн, вы получите действительно лучшие скорости, особенно если они выносные, особенно если они какие-то там направленные, с усилением и тому подобное, то это прям вообще будет работать отлично. Вот, кстати, насчет мобильных операторов, это, кстати, прикольно. Смотрите, вы можете задать расписание автообновления, вы можете приоритизацию поставить, основное подключение, либо резервное 1, резервное 2. Это насчет мобильного оператора SIM. У меня 2 симки, одна в процессе, другая сейчас активная, я ее конкретно подключил, стоит у меня сейчас 2. Мы можем с вами смотреть уровни сигналов, само собой выставить от этого, именно настроить и хорошо антенну поставить, выставить хорошо. Мы видим, что у меня сейчас диапазон банд 3 20 МГц из частот, и всю достоверную информацию я могу смотреть прям именно в самом интерфейсе управления. Это прям невероятно классно работает. Можем настроить аутентификацию, можем поставить мобильный роуминг, а также тип мобильной связи, например, 5G, 4G или только 3G. Ну, в моей стране 3G уже отключено. Можете также управлять первой симкой, но одновременно, опять же, работать они не будут. В самом по себе системном мониторе мы опять же видим мои, допустим, переключил сейчас на русский, потому что было на украинском. Давайте я вам покажу, чтобы было более понятно. Мои сети и Wi-Fi, домашняя сеть, мы можем управлять здесь, смотрите, Wi-Fi, ну я разделил, потому что обычно они сразу после старта соединенные сети 2,4-5 ГГц. Я разделил для того, чтобы вам показать наглядно, как это работает. У нас здесь есть поддержка WPA3, это немаловажный аспект. Все работает от A до AX, все в миксованных режимах и до 160 МГц. Каналы от 36 до 165. Включая DFS, и есть поддержка различных фишек по типу OFDMA, MUI-MIMO, Airtime Fairness и тому подобных вещей, которые
о которых уже рассказывать мы, откровенно говоря, не будем, потому что уже 100 раз делали обзоры на роутеры Kinetic. Хочется отметить возможности mesh-системы. Вы можете объединять роутеры разных, допустим, поколений, разных версий именно Kinetic в одну mesh-сеть. Это вот, кстати, в случае того нашего теста внизу, если поставить на первом этаже дополнительно роутеры, соединить его, например, через какие-то там, через LAN-порт, либо через розетку, да, есть такие ретрансляторы через розетку, и просто-напросто там будет еще больше покрытия, именно больше скорости, это классно реализуется. А вот то, что здесь есть, это, конечно же, прикольно. Есть интернет-фильтры, есть публичные, AdGuard, клин-браузинги, Cloudflare. Есть различные межсетевые экраны, где у нас есть, смотрите, это очень классные тонкие настройки. Кстати, здесь включены операторы мобильной связи, домашняя, гостевая, WISP. Что такое WISP? Wireless Internet Service Provider. Здесь можно поставить правила межсетевого экрана, когда вы можете выбрать действия, которые нужно выполнить для входящих пакетов, и указать условия, при которых это действие должно быть выполнено. Например, мы там разрешить IP-адрес источника, выберем подсеть, либо IP-адрес принудительный, либо подсеть целую. Да? Можем маску подсети создать. Включить IP-адрес назначения, номер порта сравнивать равен меньше чем, либо больше чем, номер порта назначения, и по сути вы можете перенаправлять порты в зависимости от тех условий, которые вы им поставите. Очень крутые настройки. Вообще в Kinetic'ах огромное количество настроек. Вы можете найти в YouTube огромное количество обзоров именно Kinetic OS и посмотреть их возможности. Мы сейчас обсуждаем сам по себе роутер и конкретно же обсуждаем его именно в потребительском плане. Хочется отметить фирменные фишки доменного имени Kinetic, то есть когда вы можете использовать KIN-DNS, ну, конечно же, вы можете использовать и DNS для удаленного управления, можете использовать KIN-DNS, где вы можете задать ему именно свое доменное имя и заходить из любой точки мира. А вот то, что здесь прикольного, это изменение набора компонентов. Языки, которые поддерживаются. Также у нас есть базовые компоненты, которые вы можете доставлять. Есть обязательные, вы можете, допустим, убрать какие-то компоненты, которые вам не нужны. Ну, например, вы не используете прокси-службу для GMP и PPPoE. Вы можете нафиг удалить. Или клиенты PPPoE, PPTP, L2TP, вы тоже можете их поудалять, если вы не используете абсолютно ни клиенты, ни серверы, потому что здесь можно установить и клиенты, и, допустим, те же самые PPTP VPN серверы, и SSTP, и L2TP IPsec VPN серверы, можно OpenVPN клиент и сервер, можно WireGuard VPN. Вообще про это все можно рассказывать часами, потому что то, что можно накрутить в самом Kinetic, это просто так не передать. Хочется обратить внимание на интерфейс именно USB. Видите, у меня здесь есть USB приложение. На текущий момент у меня работает сервер Sambu, который мы проверили, работает медиатека DLNA. Ну, давайте, чтобы вы понимали, что такое медиатека DLNA. Если у вас есть, например, TV-бокс, либо, допустим, смарт-телевизор какой-то, на любом плеере, который поддерживает DLNA, можете зайти, видите, у меня здесь Kinetic Hero 5G. Все записи можете просмотреть какой-нибудь, ну, давайте LG New York 4K запустим. И прямо с роутера просматривать какой-либо контент, вашу видеотеку, все что угодно. То есть все, что вы получили, записали на диск, который подключен. Обычно такое делают через USB 3. Через USB 2 можно что сделать еще? Можно подключить, например, сервер печати. Видите, как здесь есть. Можно установить Transmission, но в наших YouTube обзорах мы это не показываем. Сейчас YouTube сильно ругается. То есть, по сути, здесь есть качалка. Из приложений можно еще установить сервер AFP. Можно личное облако развернуть через сервер WebDAV. VPN-сервер L2TP, OpenConnect, UDP Proxy, VPN-сервер IKEF1 IPsec, VPN-сервер SSTP, VPN-сервер PPTP, WireGuard VPN-сервер и VPN-сервер IKEF2 IPsec. Блин, до хрена всего на самом-то деле. При этом можно разделенный доступ сделать по пользователям. Есть у нас вот такой вот мониторинг трафика. Кстати, классная тема, позволяет хорошо мониторить. И мониторинг Wi-Fi. И 5 ГГц, и 2,4 ГГц. Можем посмотреть обзор сетей с вами, которые здесь есть. Он сейчас просканирует. Вот, пожалуйста. Где показываются каналы, защита. Показывается сигнал, уровень, название этих самых сетей и режимы, в которых оно работает. То есть по возможностям управления роутер действительно находится на уровне топовых роутеров. И
можно сказать, что это один из топовых роутеров. Поэтому, если вам, вот, кстати, WISP хочется отметить, что такое WISP, вы можете подключиться к другому Wi-Fi, не через, допустим, тот же самый WAN, а к другому Wi-Fi, и он будет у вас эмулирован как WAN порт, и он будет просто-напросто брать входящее подключение в интернет через Wi-Fi и раздавать дальше у себя. Это тоже классная фишка, которая есть не у всех. Кстати, есть смс-ки. Если смс придет, вам надо какая-то активация, то смс будет работать. И даже USSID можно отправлять запросы мобильному оператору, если вам что-то нужно, допустим, с этой смс-ки активировать, либо получить какой-то код. В целом все нереально круто. В самом подключении, вот смотрите, в самом кабельном подключении тут еще есть моменты, вы можете добавлять провайдера второго, назначать ему порт, да, то есть вы можете делать дополнительно double WAN у вас будет. Вы можете назначить на каждый порт отдельный момент провайдер, ТВ-приставка, либо телефония. Вы можете тип протокола использовать PPPoE, PPTP, L2TP, методы проверки подлинности. Вы можете режим доступности интернета использовать, пинг-чек. Да до хрена здесь возможностей. А в самой настройке системы вы также можете обновлять встроенный модем. Кстати, отдельно обновляется микропрограмма встроенного модема. Он, кстати, обновлен. Можно включить автоматическое обновление. Управление LED-индикаторами нам вообще абсолютно не интересно. Тут можно, кстати, скорость задавать на разные порты, именно ее ограничивать, либо ставить режимы. Например, можно поставить там полный дуплекс автосогласования, 100 мегабит, 1000 и 2500 мегабит для конкретного порта. Можно порт один включать режим USB 3.0 либо USB 2.0. Обычно с USB 3.0 могут создавать помехи в сети 2.4. Такое тоже возможно, и 2.4 сеть из-за этого может тоже иногда хромать. А вот в режиме работы вы можете изменить режим работы устройства, например, роутер, ретранслятор, и, конечно же, как mesh-точка он тоже может работать. Ребят, давайте пройдем и сделаем выводы по этому устройству. В качестве выводов скажу, могу ли рекомендовать один из лучших 5G роутеров, которые я использовал. Действительно, очень классные возможности, при том, что я для себя, допустим, под провайдера 1 гиг использую 2,5 гигабита для подключения NAS сервера, и у меня получается к NAS серверу устройства, которые есть в сети через Wi-Fi, могут получить именно самой высокой скоростью, которая возможна. Плюс у меня на резервирование 2 карточки от разных провайдеров, от разных операторов связи, для того, чтобы если пропадает один интернет на 4G, ляпнулись, другой, допустим, там отвалилось, на другого ляпнулись, переключились. И в целом это работает очень стабильно, классно и с очень неплохой кастомизацией. Очень порадовала память DDR4 и возможность подключения большого количества устройств. Но мои рекомендации вы услышали. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.